Всем доброго времени суток, канал Masters of Body вас приветствует, и сегодня мы представляем вашему вниманию тренировку дельтовидных мышц с украинским викингом Андреем Шараповым. Первое упражнение вы можете видеть жим в машине Смита обратным хватом. Естественно, тренировку мы начали с кардиоразминки и растяжки. Сегодня мы будем использовать небольшие веса, тренажеры, так как Андрей готовится к очередным соревновательным стартам. Он очень сухой, небольшие веса противопоказаны. Поэтому работаем мягко, плавно, но интенсивно. И первый суперсет. Это тяга в кроссовере нижнего блока и комбинированные подъемы гантелей перед собой. Часть подъемов перед собой мы делаем стоя, а вторую часть подхода мы делаем от бедер, сидя на скамье. Как в нижнем блоке в кроссовере, так и при подъеме гантелей перед собой мы пытаемся прорисовать, прорезать передние средние дельтовидные пучки. Передняя и подключается средняя. Несмотря, дорогие слушатели и наши зрители, на небольшие веса, высокая интенсивность забивает мышцы очень быстро, тем самым давая возможность дать им необходимый рельеф и мышечную сепарацию. На примере Андрея вы можете это видеть своими глазами. Каждое упражнение выполняем от 10 до 15 повторений. Количество повторений строго не фиксируется, так как буквально каждый подход может вырубить вас очень неожиданно. Главное не останавливаться и продолжать работать. Ну и не забываем о хорошем настроении. Следующее упражнение – подъем штанги EZ грифа перед собой, обратным хватом, в упоре на скамье, колени прижаты, грудь прижата, полное исключение возможности читинга, пиковое сокращение в верхней точке. В верхней точке стараемся сделать небольшую паузу для того, чтобы очень плавно и подконтрольно опустить штангу вниз. И пусть вас не обманывает внешний вид этой штанги, поверьте, легко не было никому на этой тренировке. На примере дельтовидных мышц Андрея мы видим, какую колоссальный налив они получили уже к этому упражнению. равнодушным не оставляет никого, они просто горят.
Следующее упражнение. Подъемы гантелей в стороны, сидя. Полностью изолируем поясничный отдел, ноги. Работаем от бедер. Акцентированно выводим локти вверх и вперед. Помним, что гантель вместе с кистью не должны находиться выше, чем локоть. И продолжаем полировать, убивать в данный момент среднюю дельту. Как я и сказал уже ранее, количество повторений колеблется от 12 до 15. Можно больше, можно меньше. В первую очередь вы должны руководствоваться своими ощущениями от подхода. Андрей, наш товарищ, эмоционально подготовился к соревнованиям. Он в предвкушении победы, поэтому пощады нам не давал на своей тренировке. Последний подход выводит плечи просто в отказ, руки уже не поднимаются. Дельты в шоке. Следующее упражнение этой тренировки – тяга нижнего блока в кроссовере, опять же с изолированным корпусом. Коленями мы становимся на скамью, грудью прижимаемся. Выполняем движение канатной рукоятью. Локти доминантно идут вверх, кисти остаются внизу. Длину рычага также можно регулировать. Можно сгибать руки в локтях больше, если устали, можно меньше. Можно делать на полусогнутых. Вот как делает Дмитрий. Можно вытягивать сугубо локтями, если уже слишком сильно устали. Но средняя и уже задняя дельта продолжают работать в любом случае. Первое упражнение было направлено на переднюю, среднюю. Второе было направлено также на переднюю, среднюю. Третье упражнение подбило среднюю. И этим упражнением мы потихоньку плавно переходим от средней к задней дельте. И естественно, дальше продолжаем акцентированно прибивать именно задний пучок дельтовидной мышцы. Делаем крестообразные разведения на блоках, также сидя, полностью изолированно. Лежат таз, прижаты ноги. Кулаки, блоки находятся на уровне глаз.
И пытаемся максимально изолировать по возможности работу заднего пучка дельтовидной мышцы. Можно и так. Так как энергетические запасы перед соревнованиями вообще летом не слишком большие, очень хорошо, если вам поможет напарник или ваш товарищ, поддержит локти, чтобы они не опускались слишком вниз, поможет сконцентрироваться на точечной нагрузке. И сразу же видим визуально, как включается заданный участок рабочей мышцы. Также мы выполнили по 3 подхода, по 12-17 повторений. И завершающее упражнение продолжает отрабатывать задний пучок дельтовидной. Делаем отведение одной рукой в задней дельта-машине. Причем сидим не прямо лицом к тренажеру, а полоборота. Это дает нам большую амплитуду, большую растяжку именно заднего пучка дельтовидной. Вес, естественно, минимальный. Амплитуда максимальная, темп спокойный. Сначала мы все выполнили подход правой рукой. Теперь по очереди будем выполнять второй подход левой рукой. Поверьте, дорогие друзья, к концу тренировки, несмотря на минимальные рабочие веса, плечи просто отваливаются за счет очень высокой интенсивности. При этом, если еще спортсмен находится на низкоуглеводной, низкокалорийной диете, именно такие тренировки позволяют прорисовать все пучки, которые нужны, либо к соревнованиям, либо просто хотите сделать хорошую форму, летнюю, рельефную, согнать лишние жиры, согнать лишнюю воду за счет высокой интенсивности тренинга и не травмироваться. Надеемся, эта тренировка была для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Всегда ваш Masters of Body.